Дорогие друзья, я приветствую вас из солнечной Испании. Благодарю всех за интерес к моему каналу. Особое спасибо за лайки и комментарии. И, конечно, отдельное спасибо моим постоянным зрителям за поддержку. Спасибо, друзья! Сегодня я подготовила для вас небольшую нарезку новостей о происходящем вокруг. Кому интересно, пожалуйста, проходите, присаживайтесь, устраивайтесь поудобней. Начну с главной новости, и это не визит Стубба в США. Опубликован доклад Института международных отношений Финляндии, в котором говорится, что в условиях геополитической нестабильности и неопределенности в обязательствах США по защите европейских союзников национальная оборона Финляндии должна исходить из худшего сценария и выдержать самые серьезные кризисы. По мнению исследователей, нельзя исключать возможность военных действий против Финляндии, а ситуация с безопасностью может резко ухудшиться. Финляндия сейчас сильнее, чем когда-либо, но война на Украине ясно показала, без внешней поддержки Финляндия не сможет долго вести оборонительную войну против военной сверхдержавы. Финляндия должна использовать потенциал своих союзников и партнеров, а также возможности ЕС. Что касается будущего отношений Финляндии и России. Официальная позиция финского руководства остается неизменной. Возвращение к нормальным отношениям с Россией невозможно, пока продолжается война против Украины. Исследователи считают, что Финляндии придется пересмотреть свою стратегию в отношении России, если мир на Украине не будет достигнут на справедливых условиях, которых добиваются Киев и его союзники, либо внутри Запада возникнут глубокие разногласия по вопросу отношений с Москвой. Вторая новость наверняка связана с предыдущей. Президент Финляндии Александр Стуб подсуетился и сумел засвидетельствовать почтение Дональду Трампу. Стуб стал первым скандинавским лидером, встретившимся с Трампом после его инаугурации. Они вместе завтракали, играли в гольф, обедали. Судя по всему, Стуб придерживался проверенной тактики лести. Трамп остался явно очень доволен заявлением Стуба, что, цитата, «США сильны и вернулись». Почетный профессор Марко Хенриксон назвал встречу победой финской дипломатии, а профессор мировой политики Тейво Тейванен предупреждает, когда кланяешься в одну сторону, то в другую может обнажиться что-то другое. Он намекает, что на фоне ситуации с Гренландией, которую Трамп хочет присоединить к США, заигрывания с Трампом могут выглядеть как предательство северного единства. Трамп написал, что ждет укрепления сотрудничества и больших сделок с Финляндией по ледоколам для США. Стуб говорит, что обсуждал вопрос Украины с Трампом, но насколько аргументы финского президента повлияли на Трампа, неизвестно. Так что встреча была важной, но какие реальные выводы из нее сделает мир, пока вопрос. После встречи с Трампом Стуб поспешил в Лондон на встречу с премьер-министром Великобритании Кейром Стармером. На встрече со Стармером обсуждались двусторонние отношения, война на Украине и встреча Стуба с Трампом. На пресс-конференции Стуб заявил, что Финляндия должна быть морально готова к будущему восстановлению политических отношений между Европой и Россией, но точных сроков пока нет. Россия остается соседом Финляндии с общей границей в 1350 километров. Стуб отметил, что отношения зависят от завершения войны на Украине и возможных условий переговоров. Песков отозвался на слова Стуба и заявил, что президент России Владимир Путин готов к восстановлению отношений с Финляндией, если финское правительство того захочет. А если вы не согласны, сидите и не пидите. Тут же подоспела и следующая новость. Европейский суд по правам человека ЕСПЧ запросил у Финляндии разъяснений по поводу закрытия восточной границы. Финляндия закрыла границу с Россией, и теперь об этом придется отчитываться в Европейском суде по правам человека. Нашлись 9 человек, которым закрытие границы особенно не понравилось, и они обратились к финскому правительству. Позвольте, это как?
Мы вообще-то тут живем, работаем, ездим к родным, на кладбище к предкам ходим. Теперь что, похороны через WhatsApp или Zoom смотреть? Финское правительство объяснило: мы границу закрыли, потому что Россия нам мигрантов подгоняла, а у нас их своих забот хватает. Граждане обратились в суд Финляндии. Финский суд рассудил: границу закрыли не только для вас, а для всех. Так что жаловаться не на что. Ну, все свободны. И вот теперь дело в ЕСПЧ. А раз он запросил у Финляндии объяснений, значит дело серьезное, потому что ЕСПЧ отклоняет более 90% обращений без запроса разъяснений у правительства. А в этой жалобе полный набор. Не видимся с родными, работу потеряли, на кладбище не попасть, пенсию не забрать. Ну и вишенкой на торте. Финские власти никаких послаблений для русскоязычных не сделали. То есть закрыли границу и все. Разбирайтесь. Верховный суд Финляндии тоже особо заявителей слушать не стал. Теперь посмотрим, что скажет Европейский суд. Может, Финляндия откроет границу, а может, опять скажут: пусть через Швецию едут, там северное сияние красивое, настроение поднимет. Опять мы перевели стрелки на час вперед. Сколько лет в ЕС ведутся разговоры об отмене летнего времени, а ВОЗ и ныне там. А что было бы, если бы Финляндия самостоятельно решила больше не переводить часы на летнее время? Сначала комиссия ЕС вынесла бы Финляндии порицание, выяснив при этом, почему она не соблюдает директиву ЕС о переходе на летнее время, согласно которой все должны переводить часы. После этого комиссия вынесла бы в Финляндии официальное замечание. Если бы это не сработало, комиссия подала бы иск против Финляндии в суд ЕС и потребовала штрафных санкций. В конечном итоге суд мог бы назначить штраф и взыскание компенсаций, чтобы Финляндия выполняла директиву ЕС. Если в Финляндии не переводить часы на летнее время, вечера с конца марта до конца октября стали бы темнее, чем сейчас. Это, по крайней мере, помогло бы предотвратить нарушение режима сна и проблемы со сном в стране. Также, у кого рабочий день начинается рано утром, могли бы вздохнуть с облегчением, что раннее утро не стало бы еще на час более ранним. Комиссия ЕС когда-то сама предложила отказаться от перехода на летнее время. Финляндия поддержала это предложение, но не все члены государства ЕС еще решили, как относиться к этому вопросу. Если же, в конце концов, государства-члены решат совместно отказаться от перевода на летнее время, то каждая страна сама решит, в каком времени ей оставаться, в летнем или зимнем. А что сейчас происходит в Европарламенте? Опять коррупционный скандал. Бельгийская прокуратура расследует, получали ли евродепутаты взятки за продвижение интересов китайской компании Huawei. Всего в поле зрения следователей около 15 депутатов. Следователи изучают письмо 2021 года, в котором 8 депутатов просили еврокомиссаров не исключать поставщиков, что выгодно Huawei, по геополитическим соображениям. Лоббисты компании якобы предлагают от 1500 до 15 тысяч евро за его подписание. Антикоррупционное агентство ЕС не начало расследование, ссылаясь на отсутствие доказательств на тот момент. Антикоррупционное агентство ОЛАФ открывает около 10 расследований в Европарламенте ежегодно, но в основном они касаются не целевого расхода, не средств, а не взяток. Чаще всего речь идет о фальсификации расходов. Например, когда депутат выплачивает зарплату помощнику, который на самом деле таковым не является. Бельгийская разведка нужные данные по делу Huawei нашла и передала прокуратуре, после чего прошли обыски у помощников депутатов. Это уже второй крупный коррупционный скандал в Европарламенте за последние годы. Пару лет назад прокуратура провела расследование о возможных взятках от Катара.
Тогда был арестован ряд политиков, включая бывшего вице-президента Европарламента Еву Кайли, у которой дома нашли мешки с наличными. Этот случай доказывает, что коррупция существует не только на других континентах, но и в Европе. Сейчас депутаты обязаны регистрировать встречи с лоббистами, но за несоблюдение этого требования нет санкций. Пока на публике Макрон грозно надувает щеки в сторону России, под прилавком Франция и Италия покупают российский сжиженный газ, несмотря на договоренность стран ЕС полностью отказаться от российского газа. По данным аналитического центра Эмбер, импорт газа из России в ЕС вырос на 18% в прошлом году. Раньше обсуждались в основном покупки российского газа в Венгрии, Словакии и Австрии. А под шумок, оказывается, и Чехия тоже покупает российский газ. Война войной, а бизнес идет своим чередом. Главное оправдание – цена. В 2024 году газ подорожал на 59%. Поставки из других стран стали нестабильными, а торговый конфликт с США может повлиять на поставки американского сжиженного газа. Эксперты Эмбер считают, что ЕС должен занять более жесткую позицию, а не позволять странам действовать вразрез с долгосрочными целями. Зависимость от российского газа делает Европу уязвимой перед ценовыми скачками, усиливает рычаги давления Путина и подрывает поддержку Украины. Продолжается обсуждение замены налога на наследство налогом на добавленную стоимость. Экономисты считают это невыгодным. Исследование Государственного экономического института Финляндии показало, что такая реформа не ускорит экономический рост, но приведет к снижению налоговых поступлений минимум на 300-400 миллионов евро в год. Основная причина – унаследованное жилье и недвижимость, 40% всех наследств, не будут облагаться налогом, если их не продают. Кроме того, наличные деньги вообще не будут облагаться налогом. Это создаст возможности для налоговой оптимизации. При этом новый налоговый режим может повысить нагрузку на близких родственников, так как в нем нет льгот, предусмотренных в налоге на наследство. Отмену налога часто обосновывают поддержкой семейного бизнеса. Но ВАТ считает, что эффект будет слабым. Новый налог сократит стимул к продаже компаний, но может ухудшить их эффективность. В итоге экономика Финляндии потеряет больше, чем приобретет. Правительство Финляндии готовит новый законопроект, который ужесточит наказание для безработных, зарегистрированных на бирже труда. За нарушение при поиске работы безработные будут лишаться пособий. В первой модели за первое нарушение человека лишат недельного пособия, за второе либо на 6 недель, либо на 12. А пособие восстановится только после участия в мероприятиях по повышению занятости или нахождения на работе на срок не менее 12 недель. В двух других моделях наказание следует в 3 этапа. Ожидается экономия в 14,3 миллиона евро на пособиях. Если законопроект примут, то изменения вступят в силу в начале 2026 года. Появились новые сведения о работе частных медицинских клиник в Финляндии. Для частной клиники важно, чтобы клиент платил побольше, это же бизнес, и врачу идет процент от счета, значит, и ему выгодно выписать счет покучерявее. В результате в Финляндии в частной медклинике сети Terveystalo якобы некоторые врачи занимались приписками, но похоже, что у клиники тоже рыльца в пушку. Корпоративным клиентам систематически выставляли счета за более длительные консультации, чем это было на самом деле. Это не единичные ошибки, а устоявшаяся практика. С января обсчитывать корпоративных клиентов стало для Terveystalo еще удобней. Ранее в счете указывались типы процедур, а в отдельном защищенном файле перечислялись имена сотрудников, воспользовавшихся этими услугами.
С января этого года, если услугами воспользовалось менее 6 человек, в списке теперь значится весь персонал компании. Прежде выявлялись случаи неверного выставления счетов, например, за услуги, которые не входят в страховку. Теперь такая проверка невозможна. Счета не видит и сам корпоративный пациент. Он не может проверить, сколько взято за прием и какие процедуры прописаны. Идеальная возможность для мошенничества. И хотя оплачивают счета работодатели, почти половину этих расходов государство им возмещает через соцстрах Кела. В 2022 году Кела поддержала частные клиники на 424 миллиона евро в виде возмещения расходов на корпоративное здравоохранение. То есть каждый из нас платит за существование этой корпоративной медицины. А богатые частные клиники и врачи с очень хорошими зарплатами не гнушаются отщипнуть еще клочочек стойчивого финского соцстраха. Несмотря на выявленные нарушения, Тервеюшталу постаралась все занять, не передала эти дела в полицию, не сообщила клиентам о фактах завышения стоимости услуг и не вернула им украденные деньги. Руководство медклиники заявило, что каждый случай рассматривается индивидуально, а некоторые врачи, допустившие нарушения, были уволены. Но они просто перешли на работу в другие медучреждения. Благо, врачи в Финляндии в дефиците. По мнению экспертов, эти приписки можно квалифицировать как мошенничество. И, в принципе, возможна ответственность не только конкретных врачей, но и руководства клиники, если оно знало о проблеме и не принимало мер. В Финляндии дефицит мусора. Мусоросжигательные заводы в Финляндии испытывают нехватку отходов и привозят сотни тысяч тонн мусора из Европы. В 2024 году было завезено рекордное количество мусора, почти 500 тысяч тонн, в основном в виде топлива из отходов. Главными поставщиками мусора стали Италия, Великобритания, Ирландия, Нидерланды и Польша. Например, город Ванта обогревает дома бытовыми отходами из Италии, доставляемыми морем. Хотя кажется нелогично везти мусор морем через полконтинента. Все-таки это выгодно экономически и экологически. Итальянцы платят за утилизацию несколько десятков евро за тонну, а Финляндия получает тепло и электричество. Если бы не было импортных отходов, пришлось бы сжигать больше природного газа и торфа. С точки зрения климата разумнее возить отходы в Финляндии, чем отправлять их на свалку в Италии. Раньше Финляндия экспортировала отходы, так как у нее не хватало мощностей. Теперь местного мусора не хватает из-за сокращения строительства и запрета импорта древесины из России. Однако мусорный импорт создает проблемы. Отходы в порту Лависа вызывают жалобы жителей из-за вони и нашествия мух. Для решения проблемы строят закрытый склад. Теперь история, которая вызвала большой резонанс в Финляндии. Нигерийку Мэри и ее 2 детей 6 и 2 лет поместили в закрытый иммиграционный центр Йоуцено, который раньше был тюрьмой. Детей туда отправляют крайне редко, но на сей раз власти решили, что Мэри может скрыться, поэтому держат ее под стражей. Год назад Мэри приехала в Финляндию из Италии, где, по ее словам, стала жертвой торговли людьми. Ее обманом заставили заниматься проституцией, а потом она сбежала, опасаясь преследования бывшего мужа и сутенера. Однако финские власти отказали ей в убежище, потому что в Италии у нее уже был статус беженки. Мэри показывает сообщения с угрозами и фото, где ее лицо в синяках. Она боится возвращаться в Италию, но финские власти считают, что там ее могут защитить. В итоге с февраля она с детьми содержится в закрытом центре. Дети плачут ночами. Старшая начала мочиться в штаны, а их депортация откладывается, потому что Италия пока не дала разрешения на их прием. Правозащитники и адвокат Мэри считают, что ее случай недостаточно расследован. Он вообще призывает Финляндию прекратить содержать детей в таких центрах.
Сейчас адвокат Мэри пытается добиться их освобождения хотя бы на время рассмотрения нового ходатайства о защите. Как вы считаете, правильно ли поступают финские власти? В Швеции небольшая группа врачей создала организацию, которая бесплатно консультирует смертельно больных людей, желающих уйти из жизни. Вся деятельность организации ведется строго в рамках закона. Поскольку эвтаназия в Швеции, как и в Финляндии, пока не узаконена, остается много нерешенных вопросов о правовых и медицинских последствиях помощи в уходе из жизни. Один из ключевых аспектов работы шведской группы врачей – помощь пациентам в организации поездки в Швейцарию, где эвтаназия разрешена. В Швейцарии обычно дают снотворное, которое приводит к остановке сердца. Стоит эта эвтаназия в Швейцарии от 4 до 10 тысяч евро. Я видела как-то документальный фильм, собрались родственники, попрощались с больным, и он выпил смертельное зелье. Все снимается на камеру, запись передается в полицию. В Финляндии также обсуждается, и уже не первый год обсуждается, вопрос о легализации эвтаназии. Весной 2025 года парламент рассмотрит гражданскую инициативу по этому вопросу. Пока только одна партия, христианские демократы, выступают против. Теоретически они могут заблокировать дальнейшее продвижение законопроекта. Тем не менее, в Финляндии остаются пациенты, которые, несмотря на паллиативный уход, испытывают невыносимые страдания и хотят прекратить свою жизнь. Поэтому, считает врач-паллиатолог Юха Ханнин, в Финляндии также могла бы появиться аналогичная шведская группа врачей, которые помогали бы пациентам разбираться в возможностях медицинской и юридической помощи в сложных случаях. Такой центр мог бы предоставить поддержку тем, кто ощущает, что больше не может терпеть страдания, но не знает, какие у него есть варианты. У каждого четвертого финна нет сбережений, показывает опрос, проведенный по заказу банка Danske Bank. Среди женщин 32% утверждают, что у них нет сбережений, тогда как среди мужчин так заявляют 24%. Более половины опрошенных говорят, что смогут продержаться без доходов не более 3 месяцев. Исследование показало, что финский финансовый резерв, покрывающий как минимум 4 месяца расходов, есть лишь у чуть более трети опрошенных. Террорист Осама Краем передан Швеции властями Франции, говорится в пресс-релизе шведской прокуратуры. Осужденный террорист Осама Краем подозревается в тяжких военных преступлениях и террористических атаках в Сирии в 2014 году. Теперь террорист экстрадирован в Швецию из Франции. Осама Краем, выросший в шведском Мальме, уже был приговорен во Франции к 30 годам и пожизненному заключению за участие в терактах в Париже в 2015 году и в Брюсселе в 2016 году. В 2005 году Краем и его семья были главными героями документального фильма «Без границ», фильм о спорте и интеграции, в котором будущего террориста показали примером успешной интеграции в шведское общество. 65 российских оппозиционеров, приехавших в Испанию по гуманитарным визам, оказались в трудном положении. Им обещали поддержку и ВНЖ, но теперь испанские власти заявляют, что никакой специальной процедуры не предусмотрено. Люди оказались в правовом тупике, без документов, без работы и без выхода. Часть подала на убежище, но этот процесс затянется на годы. Очень странный ход со стороны Испании, которая легко раздает ВНЖ. Сбой системы или сознательное решение Испании дистанцироваться от политических беженцев. Ну а на этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока!